куб. Получается модельку куб. Вытаскиваем. Да, право есть. Перепутали тип. Пофиг на меня. Подожди, что? О! Ох ты, ёб ты! Ну, это успех. И что творит? Это что с такой штукой можно сделать? Вот оно. Веди меня. О, здравствуйте. Цивилизованные компайлсы. Да, так может делать каждый абсолютно. Настоящий разработчик. Все. А в следующей серии мы сделаем что-нибудь еще круче кубиком. Привет! Это вторая серия. Тут заходим. Тут куб. Да, Джемини. Так. А, это честно? Так что можно, что ли, было? Опа, ошибочки, эррорчики. А, он вообще сдался по жизни. Он не видит к нему пути. Потому что у него голод, он его не бросает. Да, мы, то есть, решая одну проблему, я породил новую. Так вот работают баги, получается. Теперь он ходит по секундам и меняет цвет намного медленнее. Нет, ни хрена это не честно. Блять. Да я понял уже. Да, давай быстрее. Пиздец. Да, просто из-за того, что я забыл эту херню поставить. Но это потому, что мы добавили вообще вот эту херню. Но он же сам ее сказал добавить, но не сказал добавить туда. Он встал. Какой смысл в тебе? Ну. Блять, ты что, серьезно? Проблема в том, что инхантинг. Ну вот. Наконец-то работает. Да, только там надо очень сильно подсократить. 6 часов. 6 часов, да. 6 часов 15 минут. Видео. Да. Что я могу сказать? Мы создали кубик, который... Кубик ест, кубик ходит за мной, кубик не багуется, кубик. Всем привет, это новый формат итоги, где я очень коротко разберу сам код, который получился за первую и вторую серию. В общем, выводы какие-то важные, конкретно выводы еще про код и про монтаж еще немного. Первое, что мы разберем, это куб сам, да. В первую очередь там компонент мы ему создали, Floating Power Movement, чтобы он мог двигаться. И сам код вот начинается с event tick. Каждый тик тут рассчитывается сытость. Просто простая перемена, которую мы здесь вариабла создали с float, с эти. Здесь каждый тик, получается, отнимается одна единица. Тик это получается зависит от FPS, но в общем 60 FPS это то есть 60 тиков в секунду.
Так что получается здесь минус 60 каждую секунду, так что он почти всегда голодный. В общем, здесь подключен голод, какой есть изначально. Изначально он 100, отнимается 1, получается 60 в секунду. Это, конечно, уменьшить надо будет для нормы, но для тестов как раз-таки побольше надо. Да? Если он, здесь условие, если он меньше 30, в этот бранч идет, это условие. Если он меньше 30, это правда, да? То мы идем, тут он голодный, разбирается. Ну, попроще сначала разберем, он, если false, то есть если он не голодный, если у него больше 30, то он просто движется к игроку. Здесь self, это он сам, потому что это blueprint кубика, так что self, это он сам здесь. Это объект, на который действует, а target, цель, это игрок, get player character. Здесь указан радиус еще 150. В общем, это чтобы он не подходил слишком близко и не толкался об нас, держал дистанцию. В случае успеха, он success, он здесь ему делается материал зеленого цвета, просто становится он, если он рядом с нами. Если он fail, если провалилось, если он там далеко от нас, в общем, где угодно, только не у нас, он красный. Вот здесь цвет такой лазера. Это единственный красный, который я здесь нашел. Из доступных базовых, да. А теперь самое сложное, да, тут когда он голодный, то есть верно то, что меньше 30, true, мы переходим в эту ветку. Здесь есть бранч, ему дается переменная isHunting. isHunting это мы создали просто здесь вот variables, boolean. Изначально он выключен. Вот здесь он означается. Он должен быть выключен, да? Этот бранч, у него нету true, потому что тики идут постоянно, они не останавливаются, как я понял, то есть они по кругу идут. И вот здесь они будут как бы умирать, останавливаться. Иначе не будет работать, если эту true куда-то вставить. А так они будут останавливаться. Вот. Поэтому здесь изначально false, да, это всегда правда будет, то, что здесь false, потому что он выключен. Здесь он включается, он теперь true, он идет в get all actors of class, он ищет все объекты под названием food, да, то есть все кубики еды. Range это он превращает массив вот этих данных просто в простое число, сколько всего кубиков на карте. Он единственное, что нужно делать, просто сколько всего их. Если их больше нуля, то условие к этому бранчу. Если их больше нуля, то он проходит и идет дальше по цепочке. Если он меньше нуля, то есть их нету, кубиков не осталось, там, например, он все съел, да, либо их просто нету на карте, он ставит isHunting false, отменяет, и все просто идет к imove to, бесконечно идет к игроку. То есть так же, как здесь этот тик. Вот, если он дальше он проходит, да, то есть есть больше нуля на карте, то следующее он проверяет условия condition, существует ли, и свалит, существует ли объект вообще. Это нужно для того, чтобы не было ошибок. В принципе, это ни на что не влияет, как я понял. Кроме того, что ошибки выдаются, потому что он, даже когда съел кубики, он не стирает их из памяти и думает, что они существуют. Так что, в общем, эта штука позволяет убрать просто ошибки. Но, может быть, она, в общем, полезна, да? Так что просто и свалит. Она ищется со знаком вопроса. Там особенная... Вот такая должна быть.
Нет, это другое. Там две похожих. Да. Я помню, потому что я заморочился, чтобы найти. Вот контекст синтетив надо убрать. Скорее всего. Проще всего найти вывев, наверное, из вот этой штучки и вот здесь написать isValid. Можно вот этот можно. Да. Нужно не со знаком вопроса, а который чуть ниже него. Ну, в общем, тут проблемы, и, возможно, в разных версиях по-разному. Но вот это тут. Вот это тоже. Да, да. Все, он меняется и точно такой же. Так что возвращаем, как было. Вот. Так вот, если условие, существует ли он. Если он не существует, то мы просто опять возвращаемся и ставим false is hunting, и он возвращается, опять идет бесконечно к игроку. Если он существует, уже две проверки прошли, он существует, третья проверка, последняя, заблокирован ли он. Вот. Изначально никто из кубиков не заблокирован, так что он проходит, но если он заблокирован был, то опять отменяем из hunting и идет обратно к игроку. Так что да, если true и он заблокирован, то он туда идет, а если false, это то, что надо, он не заблокирован, он ему в ту уже к кубику еды идет. Вот self сам кубик идет к target, это из массива, это каждый кубик по цепочке. То есть это не просто рандомно как-то кубики определяются, чтобы он не путался. Вот для этого нужны массивы, получается, они по порядку делают, вот, начиная с нулевого индекса. Потому что массив начинается с нуля. То есть это первый кубик. Первый кубик будет по списку какой. В общем, он идет к нему. Он идет к нему. Если у него получилось, он сусос, то он разрушает этот кубик еды. Он разрушает еду. Отменяется охота. И ему сытость 100 становится. И он идет опять к игроку, возвращается. Если у него он fail, то кубик, этот кубик еды этой блокируется, еда блокируется. И это именно конкретно вот конкретно вот эта еда, у которой не получилось дойти. Потому что он заранее рассчитывает путь автоматически. И вот если он fail, не получилось, он заблокирует конкретно этот кубик. Кубик еды. Он отменяет охоту и опять возвращается. Вот. Таким образом, получается, что, например, да, у нас там заблокирован кубик, вот, да, не получилось дойти до него. Тик вернется сюда, пойдет к игроку и пойдет заново. Тики идут бесконечно, да? Он идет сюда. Короче, он идет сюда по кругу. Охоту мы отменили. Вот поэтому все опять работает. Но важная эта штука, если отключить, то это не работает. Так что да, из хантинг это нужная штука.
чтобы сбрасывался он как-то. Так что, в общем, он опять false, он идет сюда, все проверяется. И вот здесь, если у нас закончились кубики, да, если их нету, либо если они не существуют, либо если он заблокирован. Вот он заблокирован, да. В любом из этих случаев isHunter становится false, и мы идем к игроку обратно идет кубик. Таким образом, все сводится к тому, что он идет за игроком бесконечно, меняя цвета и перебирая бесконечно кубики, пока они не закончатся в итоге. Ну, по сути, он продолжает постоянно проверять, но это не влияет на то, что он идет. То есть, ну, может быть, он там тратит один тик, но остальные тики он идет. Очень там, может быть, есть небольшое зависание, не знаю, но вроде бы как нет. Так что в итоге это бесконечная цепочка, бесконечный круг хождения за игроком и поиска еды. Вот так вот. И из того, что мы создавали, тут всего два объекта. Сам куб, да, его Blueberry, думаю, сейчас рассмотрели. И еда — это... В нем ничего нету, просто моделька... Да, просто моделька, food куб. Такой же кубик, только уменьшенный в 4 раза. 0.25 здесь стоит просто. И зеленый цвет ему поставили изначально. Все. Вот это про код. И если говорить, как он выглядит, да? Из общих советов еще хотел бы дать. Тут можно уже F11, Alt-P. Из общих советов я бы сказал, самое главное — это да, делать свой проект, то есть учиться, да, можно, да, лучше всего учиться по нескольким сразу источникам, там через курсы, через видео других людей, через что угодно, в общем. Ты, да, вот через Gemini, например, я как делаю все вообще до сих пор. Это все хорошо, но самое главное, что я понял, это надо применять к своему проекту. Не надо повторять тупо за курсом, потому что это станет неинтересно. И я думаю, это главная ошибка всех новичков. И моя была ошибка такая же точно. Не надо повторять, а делайте свое. Сразу же вот что-то увидел и применяешь к своей игре. Вот как я. И вот через Gemini, да, тоже сразу делаешь свою игру. Ну, понятно, что скоро мне сейчас придется снова начать курсы смотреть, продолжить заново. И другие всякие источники. Но я это буду делать для того, чтобы сделать какую-то механику. Когда Gemini перестанет справляться, а он перестанет справляться в какой-то момент, он станет просто не таким эффективным, то да, я просто найду, скорее всего, видео на YouTube какое-то, как сделать конкретную механику. Все. Курс тоже может быть, да, какой-то. Это, я думаю, будет точно достаточно, чтобы сделать целиком игру. Основное самое. Ну, а дальше там уже, если совсем я что-то сложное буду делать, то там можно спросить в сообществах отдельных для разработчиков. Там люди обычно готовы помочь. Но в первую очередь, конечно, надо все загуглить, а потом уже обращаться за помощью, если ты нигде не смог найти ответ. Там на Reddit тоже, наверное, много решений есть. В общем, разные есть. Погуглить надо, поискать. Всегда найдется почти в 99% случаев. Ответ уже всегда есть. Так что вот. Это вот из главных советов общих, да, это делать свой проект. С самого начала все для него делать, потому что это дает куда больше мотивации, смысла.
я бы не смог столько времени вообще потратить на то, чтобы просто повторить что-то за курсом. Вот и опыт огромный, бесценный опыт дается, я получил. Когда ты сам делаешь, когда ты сам ошибаешься, сам все пытаешься сделать, то вот нечто, даже не просто сколько я вот запомнил какие-то ноды, там, блупринты, да, как называется и как делать. В общем, я изучил, понял лучше, как работает в общем Unreal, блупринты и как вообще кодинг работает, когда ты сам делаешь, да, на своих ошибках учишься, как учиться лучше на своих ошибках, да. Вот это понимаешь лучше, когда ты сам ошибаешься, вот все делаешь. Даже если это выходит намного дольше, чем если бы ты делал по курсу что-то. Суть не сколько в том, чтобы сделать конкретную механику быстро, да, и идеально, а в том, чтобы попрактиковаться самому, ошибиться и понять, чтобы этот опыт на все остальные механики перешел, я думаю. Что теперь это все, что я узнал, я это смогу применять и куда лучше делать. Ну, вот сейчас я дальше рассказывать буду. Советы, это все для меня в первую очередь, то, что я все это я для себя вывел, и вот с вами решил поделиться в коротком итоге. Так что вот, для кодинга вот что важно, я понял, надо просматривать самому код куда внимательнее, да, вот я через Gemini делал, и я в основном не смотрел и сам не пытался понять. Я просто повторял за Gemini, и это, конечно, плохо. Это и для того, чтобы обучиться, да, научиться на своих ошибках, куда хуже работает, когда ты просто повторяешь, как я и говорил. Так что с Gemini то же самое. Так что я понял, что надо намного больше самому проверять все, делать, понимать, и Gemini использовать просто как инструмент, да, и давать ему команды как бы понятные. А для этого, да, в первую очередь, что важно, это понять, в чем главная проблема. Когда ты кодишь, надо понимать главную проблему сразу, чтобы лишних не было потом. Вот, чтобы понять, например, почему кубик стоит, да? Почему он не ест? Это связано вот с тем, что просто есть кубики разбросаны, да? Какая-то ошибка там в передвижении у него, может, вообще просто, может, я что-то там случайно сломал, да? А может, это вот из-за такого кубика, которого он не может добраться. В моем случае это поэтому было в первую очередь. То есть был просто кубик, который стоял сверху, а я пытался решить проблему, думая, что проблема в тех, кто стоит внизу, до которых он может добраться. А он стоял, потому что в любом случае не мог дойти. То он вообще не ходил. Типа, какой смысл ходить, если ты снова не можешь достать один из всех кубиков. Так что пришлось настроить, чтобы он заблокировал кубик, определял это и все. И ел те, которые может. Вот. Поэтому важно определять главную проблему и понимать вообще, что ты делаешь, да? Как бы это ни звучало, думаю, это важно. Да. Из монтажа еще отдельно я подметил то, что когда ты делаешь длинное видео и вообще в общем записывать надо в отдельный какой-нибудь блокнот, там в одно место, вот все моменты, когда там что-то надо вырезать будет, когда что-то там, да, там кто-то зашел или там личную ты информацию спалил как-то там или сказал что-то не то, да. Моменты, которые точно надо вырезать, их надо запомнить, записать сразу, потому что иначе потом ты будешь искать по всему видео эти моменты, и это куда больше времени занимает. Так что, да, надо записывать все, что обязательно вырезать надо. Тайм-коды. Вот. В принципе, все. Так что, если подводить главный итог, все, что я сказал, да.
делать на практике важный проект. Это самое главное, то, что ты делаешь сам. Все, что ты увидел, ты сразу применяешь, ты ищешь, и главная цель – это сделать свой проект, свою игру. Именно так только будет и мотивация достаточно, и делать ты захочешь все. Должно нравиться в первую очередь, да. Если тебе что-то нравится, то это самое важное. Это как бы сложно не было, ты справишься точно в итоге. Как вот для меня, мне очень нравится то, что вот я уже сделал. Это очень простые механики, хоть я и потратил на вот это 9 часов суммарные за первый второй ролик, где-то 9 часов. Мне нравится реально, как кубик за мной двигается, потому что это сделал я сам как бы. Для вас это может быть выглядит очень просто, да, и то, что, наивно, да, как-то это. Но вот я это сделал, и прям совсем по-другому ощущается абсолютно. Я очень рад каждый раз, когда я вижу. Он делает одно и то же, по сути, да, но то, что я уже могу бегать и взаимодействовать с ним как-то, даже он толкает кубики как-то, да. Разные есть сценарии, как он вот сейчас действует. Он по-разному все равно. И это уже как бы очень радует. То, как он меняет цвет. Это очень просто, по сути, сделать. Но при этом очень радует. Ну, у вас совсем другие игры могут быть, конечно, но да, что важно еще, я понял, конечно, когда люди вот делают игры, они часто начинают рисовать графику крутую, хотя они еще ничего не умеют, и ни графика, ни анимация, ни физика, ничего сложного делать не надо, только делайте механики в первую очередь. Ну, как геймдизайнер, да, там, да, если ты программист, в общем, надо минимизировать все, что остальное, и заниматься именно вот тем, что тебе интересно, и то, что важно реально. Что самое важное в игре, это, конечно же, механики, это душа игры. Все остальное, это уже второстепенно. И это уже под конец игры можно добавить легко, я думаю. Ну и на это деньги, конечно, нужны, и время, да. Там графику, чтобы сделать. Инди-разработчику вообще, в первую очередь, конечно, соревноваться нужно не в графике, потому что графику компании как раз таки всегда легко сделают. Они этим и берут. Делают красивую графику, трейлеры, анимацию. А вот души у игры нету вообще. У больших корпораций обычно там штампуют просто игры. Так что инди-разработчики выигрывают, побеждаем мы в итоге только потому, что делаем игры с душой. Искренне. Вложившись в механики. Так что вот. Да, смотрите код, понимаете код, который вы пишете, понимаете главную проблему, какая там сразу, ставьте задачу, да, вот Gemini, например, или когда гуглите, вот, в моем случае Gemini, очень удобно им пользоваться. Еще недавно, кстати, наверное, так не было возможно. Я, кстати, на самом деле поражен, насколько он, например, вы знали то, что он умеет анализировать уже видео, там, ты просто ему кидаешь ссылку, и он там несколько ссылок, да, анализирует и как бы смотрит видео. Но он, по сути, не смотрит, а читает субтитры там уже, да, готовы. То есть, это автоматические субтитры даже. Он там читает описание видео и так далее. Он все это делает там за 5 секунд, даже если видео 6 часов, да. И вот он так мои видео проанализировал и понял. То есть он знает в прямом эфире, как только вышло видео даже, или там через несколько часов, он любого ноунейма может проанализировать, и точно так же, да, можно искать как-то контент, искать. В будущем, я думаю, это можно настроить очень, конечно, интересно. Gemini скоро совсем станет, в общем, нейросети очень полезными.
Так что вот, да, Gemini я рекомендую, а главное формулировать правильные ему запросы и понимать, что тебе вообще нужно. Так что если подводить самый быстрый финал, да, говорю вот, делайте все на практике, свой мир, применяйте все, используйте там Gemini, понимаете, где у вас проблема главная, понимаете код, концентрируйтесь на механиках и минимизируйте все остальное, да, ну и делайте то, что вам нравится. Вот. И при монтаже, если вы снимать будете, да, то вот вырезайте, запоминайте моменты, которые надо вырезать заранее там. Для себя я это все вывел. В общем, такие итоги получились, такой формат. Это сейчас все нарежу. Вот. Ну, для тех, кто там, ну, ролики длинные, да, там не все хотят смотреть, конечно. В общем, для понимания, да, и чтобы закрепить, если кто-то смотрел, хотя пока никто еще не смотрел на запись, на момент записи еще нет ни одного, кто посмотрел из незнакомых людей, да. Только там пара знакомых посмотрела. Так что ни подписчика, ни комментария, пока что никого. Ну ничего, сейчас я вот зайду, этот видос, скорее всего, пойдет. То есть еще шорсов пару нарежу. Ну, вообще не важно. В любом случае, да, этот канал я создавал как архив, и в будущем, да, то есть там и видео со мной буду делать лучше и лучше совершенствовать, монтаж лучше делать. Но основной формат, да, то, что я записываю devloги, как они есть, почти без монтажа. Только паузы вырезаю. И вот выпускаю иногда видео итоги. В принципе, я думаю выпускать под каждую серию такой. Просто сейчас я объединил первую и вторую серию. Такое исключение, наверное, это будет, да. Вот этот цветок сразу для двух. Но, может быть, я так и буду для других делать. Вот, ну да, и шорты там с самыми лучшими моментами буду выкладывать, чтобы там набирать аудиторию. Такой вот план, да. А в общем, да, это для будущей игры. И, ну, вот, может, кому-то поможет. Мне, в общем, не нужны большие цифры там. Да, в следующей серии кое-что еще сделаем, да? Еще лучше. Ну, просто что-то интересное, да? Ну вот и все. Да, конечно, получилось не совсем да, длинновато, наверное, выйдет. Ну, всяко короче, конечно, чем все видео мои другие. Как-нибудь нарежу. Все, всем пока. До встречи.